Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, поближе к камину, на эти мягкие подушки. Располагайся поудобней. Расслабься и слушай, слушай, слушай. Сегодня мы читаем произведение Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Часть первая. Вечер накануне Ивана Купала. Пыль рассказана дьячком Энской церкви. Лет куды более чем за 100, говорил покойник дед мой нашего села, и не устал бы никто. Хутор, самый бедный хутор, избенок 10, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там, посреди поля, ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это же еще богачи так жили. А посмотрели бы на нашу братью, на голь. Вырытая в земле яма, вот вам и хата. Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек Божий. Вы спросите, от чего они жили так? Бедность, не бедность. Потому что тогда казаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра, а больше от того, что незачем было заводиться порядочную хатой. Какого народа тогда не шаталось по всем местам? Крымцы, ляги, литвинство. Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало. В этом-то хуторе показывался часто человек, или лучше дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадает, как в воду, и слуху нет. Там, глядь, снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет, и которое было, может, не дальше 100 шагов от Диканьки. Понаберет встречных казаков, хохот, песни, деньги сыплются, водка, как вода. Пристанет, бывало, красным девушкам, надарит лев, серег, манист, девать некуда. Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки. Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, задержавшая в то время шинок по нынешней Боржнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, так называли этого бесовского человека, именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же и не взять? Всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит из-под лобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги, Бог знает куда. А возьмешь, так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота с рогами на голове и давай душить за шею. Когда на шее маниста, кусать за палец, когда на нем перстень
заметив, что Басаврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние. Куды на силу ноги унес. Слушай по ночи, загремел он ему в ответ. Знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтоб козлиное горло твое было залеплено горячую кутьею. Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой Церкви и всего человеческого рода. В том селе было одного казака, прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным. Может, того, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы. Но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней. Хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье был в плену у турок, натерпелся мук, Бог знает каких, и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым девчатам и молодицам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый шупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить сбоку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку, в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в котором было больше дыр, чем у нового жида в кармане золотых монет. И это была еще небольшая беда. А вот беда. У старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось во